На проселочной дороге, вдоль заросшего елового леса, не ощущалось ни единого признака жизни. Казалось, этот участок земли был забытым миром, затерянным где-то между прошлым и настоящим. Лишь ветер шептал между деревьями, пронзая тишину своими немыми стенаниями. В этом забытом уголке, укрытой от посторонних глаз, находилась клетка, покрытая травой и лишайниками. Внутри нее пряталась рыжая кошка по имени Мурка, которая в панике умоляла о помощи. Ее глаза, полные страха, искали в окружающем мире сигнал о спасении. Картинка была трагичной. 5 крошечных новорожденных котят, дрожащих от холода и голода, слепо искали материнское тепло. Мурка отчаянно пыталась согреть своих малышей, укутывая их своим телом. Но внутреннее беспокойство не давало ей покоя. Она понимала, что без помощи их судьба была предрешена, и каждый час становился все тяжелее. И вот из густых кустов, словно явившись из самого ада, выскочил белый пес. Его янтарные глаза искрились умом и добротой. Он смотрел на клетку, а потом на котят, и, словно почувствовав их бедственное положение, начал осторожно двигаться к источнику звука. Белому псу не требовалось много времени, чтобы понять, что он теперь становится свидетелем чего-то важного и трогательного. На горизонте появился грузовик, и за рулем сидел Игорь, мужчина около 50, с добрыми, но уставшими глазами. Он вез дрова на лесопилку, погруженный в свои мысли. Когда белый пес выскочил перед машиной, Игорь резко затормозил, не понимая, что произошло. Пес был в движении, уверенно направляясь к лесу. Но в этот момент его присутствие стало для Игоря знаком судьбы. Позабыв о своем грузовике, Игорь вышел из машины и, следуя за псом, оказался на проселочной дороге, где царила тишина и заброшенность. Бурный лес казался немым свидетелем его шагов, пока он не подошел ближе к клетке, которую искал. В тот момент, когда он увидел Мурку и ее котят, его сердце сжалось от трагедии и отчаяния. Картинка, представленная перед ним, была слишком больной для восприятия. Не раздумывая, Игорь схватил монтировку и разбил прутья клетки, освобождая Мурку и ее котят. Котята вдруг задышали, осознав, что рядом есть не только опасность, но и надежда. Мурка, чувствуя свободу и поддержку, выползла из клетки, корчась от радости, но в то же время с печалью за то, что пережила. Игорь быстро сообразил, что им нужно как можно скорее попасть к ветеринару. Он забрал Мурку и котят, заботливо укрыв их в свитере, чтобы защитить от холодного ветра. Пес остался на месте, но его Назар на уходящей тройке оставлял надежду на то, что он еще вернется. В ветеринарной клинике их тепло укрыли в пледах и поили из бутылочек. Каждый из котят, оказавшись в умелых руках заботливых врачей, начинал обретать силы. Мурку тоже окружили вниманием. Ее состояние улучшалось с каждым мгновением, и вскоре она начала чувствовать себя, как в прошлые дни, когда у нее была полная семья. Когда Игорь привез восстановленных Мурку и ее котят домой. Его дом наполнился радостью и смехом, который давно не слышал. Чувство, когда мягкие лапки котят острыми коготками пробирались по деревянному полу, было простым, но столь чудесным. Каждый шорох, каждый мяукающий звук наполнял его жизнь смыслом, о котором он так долго мечтал. По утрам Игорь наблюдал, как котята раскрывали свои любопытные глаза, стараясь понять мир вокруг. Скольжение их мягких шерсток по обоям и облакам на полутемном льняном диване стало музыкой для его ушей. Котята с восторгом исследовали не только свой новый дом, но и самого Игоря, присаживаясь к нему и поднимая свои крохотные головки, будто спрашивали, кто мы есть. Проходили дни, и Игорь начал укреплять забор вокруг своего участка, работая с энтузиазмом, о котором уже давно забыл. Каждый день он с любовью трудился в саду, сажая цветы и ухаживая за огородом, который когда-то казался ему просто бременем. Теперь, глядя, как котята резвятся на свежем воздухе, он чувствовал себя счастливым человеком. Жизнь наполнялась положительными эмоциями. Все началось как маленькое дело – спасение одного существа, а вылилось в новое существование для Игоря. Каждый вечер он устанавливал удобный стул на веранде, запечатывая в сердце ощущение, что, несмотря на одиночество, его жизнь получила яркие краски. Котята вместе с Муркой собирались у печи, закрываясь от жары.
перебрасываясь невидимыми взглядами, словно делились своими тайными мыслями. Наступила осень, и однажды белый пес снова появился на пороге дома. Игорь, помня о его роли в спасении Мурки и котят, с радостью пригласил его внутрь, предлагая вкусное лакомство. Пес, словно понимая всю важность момента, с удовольствием принял угощение и уютно устроился у ног Игоря. Пес не задерживался надолго. Он приходил, и каждый раз это было как возвращение друга, который не может избавиться от своих дел, но всегда помнит о том, что оставил. Игорь заметил, что с приходом пса в дом воздух наполнялся гармонией. Каждый раз, когда он появлялся, в сердце Игоря разгоралась новая искра надежды. Тем временем Мурка с котятами также приветствовали своего пушистого друга, и каждый раз, когда они встречались, это напоминало о начале новой страницы их общей жизни. Пес стал не просто гостем, а частью этой маленькой семьи, пусть и ненадолго. С каждым новым днем котята становились все более самостоятельными, и вскоре Игорь осознал, что новое счастье уже не отпустит его. Прошли месяцы, и жизнь побежала своим чередом, как ручей, омывающий борозды на земле. У Игоря сформировалась настоящая дружба и понимание со всеми саваннами их маленького мира. Он больше не чувствовал одиночества, и каждое утро начиналось с радости. Все вместе они создавали маленький космос из смеха и здоровья. Мурка снова сияла, ее шерсть снова была яркой и блестящей, а котята превращались в красивых, любопытных малышей, которые с нетерпением изучали окружающий мир. Игорь прекрасно понимал, что это было не сиюминутное счастье, а свидетельство того, как одна добрая поступка может изменить жизнь. Тот белый пес, уже ставший другом, однажды исчез на более продолжительное время. Игорь с беспокойством искал его, но в его сердце царило понимание, что эта часть их жизни была временной, как все в этом мире, но оставляла след, который будет вечно с ними. Через некоторое время, когда Игорь уже немного забыл о переживаниях, белый пес вернулся вновь. Теперь они понимали друг друга без слов. Он был как напоминание о доброте, о том, что мир полон сюрпризов, и надо учиться доверять. Однажды Игорь сел на пол, чтобы поиграть с котятами. Целый вечер они носились вокруг него, и смех заполнил дом. Он забыл о своих заботах и неподвижности, о том, чего у него не было. С каждым мгновением с ним становилось все легче, и он чувствовал наполнение жизни новыми возможностями. Из глубины души Игорь понял, что спасение Мурки и ее котят изменило его существо. Теперь он знал, что в мире есть место добру и любви, которые могут перевернуть вашу жизнь в ту сладкую сказку, которая будет радость и надежду даже в самые темные времена. Зима пришла, и вместе с ней очередное тепло в их дом. Каждый вечер они собирались у печи, делая все возможное, чтобы сохранить ощущение дома. Каждому из них всегда хватало тепла для большего, для общения, для любви, для заботы. Игорь продолжал наблюдать, как котята растут, бесполезно пытаясь спрятать их непоседливую натуру под одеялами. Было удивительно видеть, как они, становясь взрослее, остаются такими же игривыми и полными жизни. Возвращение белого пса всегда были радостью, и каждый раз Игорь чувствовал, что его сердце раскрывается все шире. Он понимал, что этот белый пес стал неотъемлемой частью их истории, возможно, даже ведя его к его истинному призванию – быть тем, кто становится опорой для других, кто готов принятия и сострадания. Жизнь Игоря продолжала наполняться смехом и радостью. Каждый новый день дарил им возможность быть вместе и сталкиваться с новыми вызовами вместе. Игорь понимал, что однажды, в тот самый миг, когда он освободил Мурку и ее котят, он сам был спасен. Семья, о которой он мечтал, была рядом, наполняя дом светом и надеждой. Как бы ни было сложно порой, Игорь знал, они вместе смогут преодолеть любые трудности. Он утверждал, что их счастье было связано не только с ними, но и с их добрыми поступками, с той силой, которая скрепляла их в единую семью. Солнце уже садилось за горизонтом, когда пес, который всегда возвращался, вновь появился на пороге. Игорь обнял своего четвероногого друга, понимая, что это общение изменило не только их жизни, но и их взгляды на мир. Это был цикл жизни, порождающий новые радости и открывающий двери бесконечным возможностям.
Котята, играя у ног, заполнили конечность нового этапа новой песни – гимна любви, дружбы и надежды.